Это проект «Русский через истории» – аудиокурс изучения русского языка по методу Storytelling. Я Дмитрий Гурбатов, и сегодня я расскажу вам личную историю, связанную с буквой «И». Смотрите видео несколько раз, используя поочередно английские и русские субтитры. Помню, как мой друг Марлон из Германии жаловался. Читаешь русские книги и не понимаешь, почему там десятки персонажей. И только к середине становится ясно, что это одни и те же люди, но с разными именами. В чем дело? Вам наверняка известно о вариативности русских имен. Моего отца, к примеру, звали Николай Дмитриевич Гурбатов. Он жил в небольшой деревне в Ивановской области, где чуть ли не половина жителей носила ту же фамилию. Нет, они не были родственниками, по крайней мере прямыми. Это довольно типичная ситуация. Специалисты говорят, что, скорее всего, у однофамильцев, что живут в одном месте, имеется общий предок в пределах 100-150 лет. Именно тогда, в XIX веке, у крестьян в России появились фамилии. Интереснее всего в случае с моим отцом то, что 4 деревенских жителей по фамилии Гурбатов звали Николай, а 3 из них учились в одном классе. Но благодаря разнообразию имен проблем не возникало. Николай, Коля, Колян, Ник в конце концов. Другой пример. У нас в компании несколько человек с именем Дмитрий. Одного все зовут Дима или Диман, другого Димон или Димыч, третьего Митя или Митяй. Ну а ко мне часто обращаются Николаич, сокращение от отчества Николаевич. Забавнее всего, однако, когда с русскими именами сталкиваются иностранцы. Возьмем мое имя. Во-первых, его написание латиницей имеет несколько вариантов. Во-вторых, в зависимости от языка звучит оно тоже по-разному. Испанцам сложно произносить 2 согласных звука «дм» подряд, и оно превращается у них в «Димитрий». Американцы произносят его как «Dimitri», как в слове «train». А немцы, например, не могут его правильно произнести из-за отсутствия явления палатизации, свойственного русскому. «Ми-ри» звучит как «мы», «ри». «Дмитрий» вместо «Дмитрий». С фамилией Гурбатов тоже все непросто. В России ее часто путают с более распространенной фамилией Горбатов. В соседней Украине я Хурбатов, во Франции Гюрбатов, а американцы произносят ее как Горбачев и считают, что я однофамилец бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Про отчество я вообще молчу. Ни в одной стране его никто ни разу не произнес правильно. Николаевич, ну что может быть проще? А как звучало бы ваше имя по-русски? Например, если вы девушка по имени Клеа, вашего отца зовут Якоб или Джейкоб, а фамилия у вас, скажем, Смит или Шмидт, русский аналог звучал бы как Светлана Яковлевна Кузнецова. Если коротко – Света, если ласково – Светик, а подружка звала бы вас Светка. Попробуйте, будет прикольно. Это была небольшая личная история. А если вы хотите не просто слушать истории, но и осваивать с их помощью русский язык, приглашаю вас прослушать очередной эпизод нашего курса подкаста «Русский через истории от А до Я». Он посвящен букве «И». Из эпизода вы узнаете, в чем особенность русских имен, что такое имя, фамилия и отчество, когда русские меняют фамилии, какие самые популярные русские имена и как разобраться в великом разнообразии сокращенных русских имен. Ну а в премиум-версии подкаста вас ждет самое важное – практическая часть, где вы тренируете языковые навыки, понимание на слух и говорение с помощью техник расспрашивания истории, точка зрения и обратный перевод. Переходите по ссылке в описании и продолжим.